Кремль использовал подлый прием, пока в Абу-Даби шли переговоры. У украинского министра сдали нервы, и он не сдержал слов. Сумел ли Путин добиться своего? В Пентагоне рассекретили важный документ. Стало понятно, как нынешняя администрация относится к России. Партнеры, друзья, расскажем. Тушите свет. Очередной позор российского военного флота. Такое в советское время даже представить себе было нельзя. Верной дорогой идете, товарищи. Си Цзиньпинь, похоже, проспал лекции про сталинские репрессии и наступает на те же грабли. В КНР взялись за своих тухачевских. Новости из оккупированного Донбасса. Захватчики снова стреляют, но в этот раз друг в друга. А в Кремле большая распродажа. Вывоз какого ценнейшего актива увеличился в разы. Еще один диктатор испугался повторения сценария с Мадуро. Кто из генералов попал под подозрение? Военную тайну разболтал главный пропагандист. Об этих и других событиях к утру воскресенья 25 января. Самые важные и срочные новости в эфире «Нехта». Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. В Абу-Даби завершился второй раунд консультаций между Украиной, США и Россией по возможному мирному плану. Вторая встреча длилась 3 часа и тоже завершилась без подписания каких-либо документов. Но президент Зеленский после доклада участников украинской делегации выразил осторожный оптимизм. Много успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными. При условии готовности двигаться дальше, а Украина готова, состоятся следующие встречи потенциально на следующей неделе. Можно только представить, как тяжело и президенту, и команде переговорщиков сохранять хладнокровие в ответ на приемы кремлевской, так сказать, дипломатии. Между раундами государство-агрессор нанесло удар по Киеву и Харькову почти 4 сотнями дронов и 2 десятками ракет. Погиб 1 человек, почти 40 были ранены, повреждено 170 объектов, сотни тысяч семей остались без света и тепла. Мирные усилия, трехсторонняя встреча в ОАЭ, дипломатия. Для украинцев это была еще одна ночь российского террора. Цинично. Путин отдал приказ о жестоком массовом ракетном ударе по Украине именно в тот момент, когда делегации встречались в Абу-Даби, чтобы продвинуть мирный процесс под эгидой США. Его ракеты попали не только в наш народ, но и в переговорный стол. Шеф украинской дипломатии добавил: это варварское нападение в очередной раз доказывает, что место Путина не в Совете мира, а на скамье подсудимых специального трибунала. Несмотря на это, Зеленский сообщил, что новая встреча переговорных команд может состояться уже на следующей неделе. Из США пришла обнадеживающая новость. Нынешняя администрация все-таки признала, Россия – это угроза. Так Пентагон теперь описывает Москву в новой национальной стратегии обороны США, хотя и с оговорками. Россия останется постоянной, но управляемой угрозой для восточных стран-членов НАТО в обозримом будущем. Хотя Россия страдает от различных демографических и экономических трудностей, продолжающаяся война в Украине показывает, что она по-прежнему обладает значительными запасами военной и промышленной мощи. Кроме того, крупнейший в мире ядерный арсенал, почти 5600 боеголовок, который, по мнению американских военных, Москва продолжает модернизировать. Помнят в Пентагоне и о подводных, космических и кибервозможностях, а это прямая угроза и для территории Соединенных Штатов. В то же время авторы стратегии настроены оптимистично. Москва не в состоянии претендовать на европейскую гегемонию. Европейские силы НАТО значительно превосходят Россию по экономическим масштабам, населению и, следовательно, по скрытой военной мощи. Ну что, теперь европейцам можно выдыхать? Как думаете? Чрезвычайное происшествие там, где Кремль точно не ожидал, на главной базе Северного флота РФ в закрытом городе Североморск Мурманской области в 50-е. Отсюда каждый день на боевое дежурство взлетали тяжелые советские бомбардировщики, готовые стереть в ядерный пепел страны Североатлантического альянса. И вот в таком месте наступил
полный блэкаут. Неожиданно взяли и рухнули 5 опор ЛЭП, а в результате полностью отключилось электричество. Военные корабли перевели на аварийные генераторы. Уличное освещение погасили. Жителей попросили максимально снизить потребление. Блэкаут затронул и Мурманск. Власти ввели режим повышенной готовности и признали, восстановление займет не меньше суток. Без света остались котельные. В Североморске пропало отопление и горячая вода. Открыты пункты обогрева в школах и ДК. Пострадали целые районы и поселки. Никаких происков НАТО, никаких украинских дронов. В Россетях объясняют ЧП снегом, ветром и изморозью. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности. Даже стратегические объекты оказались зависимы от разваливающейся инфраструктуры. Очень много опало снега, очень много. Вон все в снегу на земле. Товарищ Мао давно умер, но дело его живет. Добрые старые чистки продолжаются. В Китае официально объявили о начале расследования против 2 ключевых фигур военного командования. Министерство обороны КНР подтвердило: под следствием Чжан Юся, еще недавно могущественный член Политбюро и зампред Центральной военной комиссии, а также Лю Дженли, начальник объединенного штаба ЦВК. Формулировка стандартная, расплывчатая, но жесткая. Серьезные нарушения дисциплины и закона. Чжан, 75-летний ветеран с боевым опытом, ранее считался ближайшим военным союзником Си Цзиньпина и одним из самых влиятельных людей в армии. Это продолжение формально антикоррупционной кампании товарища Си, которая с 2012 года методично вычищает элиты. В 2023 удар пришелся по ракетным войскам, в 2025 сразу по 8 генералам, включая второго по значимости военного страны Хэ Вэйдуна. Но это может быть неплохой новостью для Тайваня и остального цивилизованного мира. По мнению наблюдателей, эти репрессии парализовали закупки оружия, нанеся удар по оборонным корпорациям. Большие ракеты – большие проблемы. И не только у того, в кого стреляют. Парадокс, но последняя массированная атака по Украине показала уязвимость российской армии. Москва начала применять ракеты нового производства 2026 года выпуска. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, опубликовав фото обломков. По его словам, РФ использовала цирконы, крылатые ракеты Х-101 нового выпуска и впервые Х-32. Модернизированную версию старых Х-22. Также зафиксированы РМ-48У, баллистические ракеты, переделанные из учебных мишеней для С-400. Каждый случай применения определенного типа ракет – это не просто рандомный выбор, а имеет свои объяснения. Частично нет хорошей жизни. Это хорошо. Начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в свою очередь подчеркнул, что ракеты Х-22, Х-32 не применялись противником довольно давно. В предыдущие годы агрессор выпустил по Украине 412 таких ракет, а сбить из них у украинского ПВО получилось только 3. В субботу ситуация выглядела кардинально иначе. ВСУ сбили сразу 9 таких монстров, боевая масса которых составляет почти тонну. А тем временем российские военные стреляют друг в друга. В оккупированном Донецке захватчики устроили перестрелку. Вооруженный конфликт вспыхнул в Кировском районе города из-за трофеев, вывезенных с позиций. По данным движения АТЭШ, военные распивали алкоголь в баре и пытались поделить обычный тепловизор, который собирались продать. Договориться не смогли. Ссора продолжилась уже на улице. Один из участников достал пистолет и открыл огонь. В результате один российский солдат погиб на месте. Как сообщают партизаны, командование теперь пытается замять историю. В документе инцидент оформляют как неосторожное обращение с оружием, чтобы не фиксировать очередную небоевую потерю. Пока рядовые готовы убить друг друга за тепловизор, большие начальники в Кремле вывозят из страны огромные богатства. Россия резко увеличила поставки золота. И куда? В Китай. Причем в 9 раз. В 2025 году РФ официально увеличила физические поставки желтого металла в КНР сразу на 800%. Это больше 25 тонн. В деньгах рост еще резче. Более 3 миллиардов долларов, что в 14 раз больше, чем годом ранее. Это абсолютный рекорд за всю историю торговли Москвы и Пекина. Недавно стало известно, что золото из Фонда национального благосостояния Российской Федерации за 3 года вычерпали на 71%. Его используют для латания бюджетных дыр. Хочется спросить сакраментальное: а что случилось?
Только Лукашенко вошел в провозглашенный Трампом Совет мира, как для белорусов закрылся еще один транспортный коридор. Латвия сворачивает регулярные автобусные рейсы с Белоруссией и Россией. Без громких запретов, но с тем же результатом. Власти просто не будут продлевать лицензии перевозчикам. Как только разрешения истекут, маршруты закроются автоматически. Сейчас в Беларуси ездят две компании. У одной лицензия на рейсы в Витебск заканчивается 31 января, у другой маршрут в Минск закроется 26 февраля, а рейс в Гомель через Полоцк, Витебск, Оршу и Могилев 27 июня. Но у Лукашенко есть проблемы покрупнее. Продолжается внезапная проверка боеготовности в вооруженных силах. Ее диктатор объявил накануне необычным способом. Министра Хренина проигнорировали. Хотелось бы акцентировать внимание, что действительно эта проверка проходит по-особенному. Выработана новая система. Президентом страны принято решение напрямую, минуя Министерство обороны, минуя министра обороны, было вручено распоряжение через государственного секретаря Совета Безопасности командиру механизированной бригады на приведение воинской части в боевую готовность. Чем вызваны такие перемены? Министр Хренин вышел из доверия. Военную тайну выдал самый злобный пропагандист Лукашенко Григорий Озаренок. Почему это было сделано? Ну, мы видим тоже, да, мы в сюжете это покажем. Мы видим тоже ситуацию в мире, когда пытаются разъединить, что называется, элиты и первое лицо. В Венесуэле это было. Похоже, несмотря на помпезное шоу со вступлением диктатора в основанный Трампом Совет мира, Лукашенко президенту США до конца не доверяет. Мне лично кажется, что крепкий хозяйственник решил даже не пользоваться американскими инъекциями для похудения, чтобы никакой вражеский вертолет не смог его вывести, как Мадуро. Дональд Трамп, мечтая о Гренландии, не забывает и о других странах. На этот раз досталось Оттаве. Северной соседке президент США посвятил пост в своей соцсети True Social. Канада выступает против строительства золотого купола над Гренландией, хотя золотой купол защитил бы и Канаду. Вместо этого они проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который съест их в течение первого года. Поводом стало рамочное торговое соглашение Оттавы с Пекином и слова премьера Марка Карни о том, что отношения с Китаем сейчас выглядят предсказуемее, чем с Вашингтоном. Если губернатор Карни думает, что сможет превратить Канаду в перевалочный пункт для китайских товаров и продукции, он глубоко ошибается. Если Канада заключит сделку с Китаем, на все канадские товары и продукцию, поступающие в США, немедленно будет наложен 100% таможенный тариф. После того, как Карни в Давосе заявил, что американская гегемония больше не работает и призвал средние страны объединяться, Трамп ответил жестко: Канада существует благодаря США. Вскоре он демонстративно отозвал приглашение Оттаве в свой Совет мира. А в прошлом выпуске мы вам рассказывали о потере России еще одного теневого танкера и о том, каким похоронам готовятся в Кремле, о том, почему у США не получится захватить Гренландию, даже если Трамп отдаст такой приказ. Посмотрите, если не видели, подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного. И до встречи уже вечером.